Амелия Эдвардс. Карета-призрак. Главное достоинство рассказа, который вы сейчас от меня услышите, его достоверность. Это рассказ о событиях моей собственной жизни, и я помню их так ясно, как будто они произошли только вчера. А между тем прошло уже 20 лет с той ночи. За все эти 20 лет я рассказывал эту историю только одному человеку, и сейчас мне надо большого труда заставить себя повторить ее. Все, о чем я прошу, это не навязывать мне свои толкования. Я не нуждаюсь ни в каких объяснениях и не хочу слушать никаких доводов. Я составил себе вполне определенное мнение о происшедшем, основываясь на свидетельстве своих собственных чувств, и предпочитаю его придерживаться. Ну что ж. Это было ровно 20 лет назад. Через сутки-двое оканчивался охотничий сезон. Весь день я провел, не выпуская из рук ружья, а добычи кот наплакал. Ветер восточный, время действия декабрь, антураж, поросшая вереском открытая местность на крайнем севере Англии. И я заблудился. Куда как удачную выбрал я для этого обстановку. Приближалась метель, в воздухе уже запорхали первые пушистые хлопья. Сгущались свинцовые сумерки. Я сложил ладонь козырьком и стал с тревогой всматриваться в темнеющую даль, туда, где в 10-12 милях от меня ковер вереска сменялся низкими холмами. И нигде вокруг ни дымка, ни ограды, ни овечьих следов. Ничего другого мне не оставалось, как идти вперед в надежде набрести хоть на какое-нибудь укрытие. Я вновь взвалил на плечо ружье и из последних сил пошел вперед. Мне ведь с самого утра ни разу не удалось присесть, и за весь день у меня во рту не побывало и маковой росинки. Между тем ветер стих, а снег стал падать со зловещей размеренностью. Вслед за этим похолодало. Быстро наступала ночь. Мрачнело небо, мрачнели и мои перспективы. У меня сжималось сердце, когда я думала о своей молодой жене, о том, как она, ожидая меня, не отходит от окна маленькой гостиницы, где мы остановились, о том, какие мучительные переживания предстоят ей в эту долгую ночь. Мы поженились 4 месяца назад, провели осень в горах на севере Шотландии, а теперь остановились в отдаленной деревушке в Англии, как раз на границе обширных вересковых пустошей. Мы были очень влюблены друг в друга, разумеется, очень счастливы. Этим утром, когда мы расставались, она умоляла меня вернуться до сумерек, и я ей это обещал. Чего бы только я не отдал, чтобы сдержать свое слово. Даже теперь, несмотря на усталость, я чувствовал, что мог бы успеть вернуться до полуночи, если бы удалось раздобыть где-нибудь ужин, кров, часок отдохнуть и нанять проводника. Тем временем снег все падал, а ночная тьма сгущалась. Через каждые несколько шагов я останавливался и кричал «Ау!», но наступавшая после этого тишина казалась еще более глубокой. Потом меня охватило смутное беспокойство, и я начал припоминать рассказы о путешественниках, которые все шли и шли в снегопад, пока усталость не брала над ними верх, и они ложились и засыпали, чтобы никогда не проснуться. Можно ли продержаться на ногах всю эту долгую темную ночь? Спрашивал я себя. Не настанет ли момент, когда мне откажут силы и ослабеет решимость? И когда я тоже усну навсегда? Я содрогнулся. Как это ужасно, умереть именно сейчас, когда жизнь кажется такой прекрасной. Как это ужасно для моей любимой, ведь она всем сердцем. Но прочь эти мысли. Чтобы прогнать их, я снова принялся кричать, еще громче, чем раньше, потом стал напряженно вслушиваться. Прозвучал вдали ответный крик, или мне почудилось? Я снова крикнул «Ау!», и снова мне ответило эхо. Потом из темноты внезапно показалось колеблющееся пятно света. Оно перемещалось, исчезало, снова приближалось, становясь все крупнее и ярче. Я понесся, сломя голову навстречу ему, и к своей великой радости очутился лицом к лицу с каким-то стариком, несшим фонарь. Слава Богу!
Невольно вырвалось у меня. Он поднял фонарь и, прищурившись, хмуро взглянул мне в лицо. «Это еще за что?» Проворчал он угрюмо. «Как же, за тебя!» Я уж боялся, что пропаду здесь в снегу. Здесь уже много народу сгинуло, почему бы и вам не сгинуть, если на то воля Божья? Если есть на то воля Божья, чтобы мы сгинули вместе, то так тому и быть. Но без тебя, дружище, я здесь пропадать не намерен. Сколько миль отсюда до Дуолдинга? Добрых 20 или около того. А до ближайшей деревни? Ближайшая деревня — Уайк, и до нее 12 миль в другую сторону. Ну а сам ты где живешь? Вон там. Он слегка дернул рукой, в которой держал фонарь. Ты сейчас идешь домой, наверное? Может, и так. Тогда я иду с тобой. Старик покачал головой и в раздумье потер себе нос ручкой фонаря. «Без толку и пытаться», — проворчал он. «Нипочем он вас не впустит, знаю я его». «Ну, это мы посмотрим», — живо отозвался я. «А кто это, он?» «Хозяин». «А кто он такой?» «Ни к чему вам это знать», — последовал бесцеремонный ответ. «Ну ладно, ладно, ты иди вперед, а я уж позабочусь о том, чтобы получить крышу над головой и ужин». «Как же, держи карман шире», — пробормотал мой собеседник, волей-неволей вынужденный стать моим проводником, продолжая покачивать головой, заковылял через снегопад прочь, похожий на гнома. Вскоре во тьме перед нами возникла какая-то большая расплывчатая масса, и навстречу нам с бешеным лаем бросилась громадная собака. «Это тот самый дом?» — спросил я. «Он самый. Лежать, бей». И старик стал шарить в карманах, разыскивая ключи. Я подошел к нему вплотную, чтобы не упустить возможность проникнуть в дом. В кружке света от фонаря я увидел, что дверь густо усеяна железными остриями, как в тюрьме. В следующее мгновение он повернул ключ в замке, и я протиснулся мимо него в дверь. Очутившись в доме, я с любопытством огляделся. Я находился в большом, с деревянным потолком, холле. Судя по всему, его использовали для самых разнообразных надобностей. В одном углу, как в амбаре, возвышалась до самого потолка куча зерна. В другом были свалены мешки с мукой, сельскохозяйственный инвентарь, бочки и всевозможный хлам. С потолочных балок свисали рядами окорока, большие куски соленой свинины и пучки засушенных трав, запасенные на зиму. В центре стоял какой-то большой предмет, завернутый в неопрятный матерчатый чехол. По высоте он достигал половины расстояния до стропил перекрытия. Я приподнял край чехла и был поражен. Под ним обнаружился крупных размеров телескоп, установленный на передвижной платформе на 4 колесиках. Труба телескопа была изготовлена из крашеного дерева и скреплена грубыми металлическими обручами. Рефлектор, насколько я мог разглядеть в полутьме, был не меньше 15 дюймов в диаметре. Пока я разглядывал этот инструмент и размышлял над вопросом, не является ли он изделием какого-нибудь доморощенного оптика, резко зазвенел колокольчик. «Это вас?» — сказал мой проводник с недоброй усмешкой. «Вот его комната». Он указал на низкую темную дверь в противоположной стороне холла. Я пересек холл, громко постучал и вошел, не дожидаясь приглашения. Из-за стола, заваленного книгами и бумагами, поднялся седой старик гигантского роста и заговорил суровым тоном. «Кто вы такой? Как сюда добрались? Чего вы хотите?» «Джеймс Маррей, адвокат. Пешком, из Дуолдинга. Еды, питья и ночлега». Старик грозно сдвинул свои густые брови. «Мой дом — не увеселительное заведение», — заявил он высокомерно. «Джейкоб, как ты посмел впустить сюда постороннего?»
«Я его не впускал», — проворчал тот. Он сам за мной увязался, отпихнул меня и ворвался в дом. Мне не под силу с ним тягаться, в нем 6 футов 2 дюйма, не меньше. Будьте любезны объяснить, сэр, по какому праву вы силой ворвались в мой дом? По тому же праву, по какому я уцепился бы за вашу лодку, если бы тонул. По праву самосохранения. Самосохранение. Я ответил коротко. Снегу выпало уже не меньше дюйма, а к утру его будет достаточно, чтобы полностью засыпать мой труп. Он подошел к Уинда, точнее, к окну, отдернул тяжелую темную занавеску и выглянул наружу. «Верно», — согласился он. «Если хотите, можете остаться до утра. Джейкоб, подай ужин». Он дал мне знак сесть, сам тоже уселся и вновь погрузился в свои, прерванные мною, занятия. Я поставил ружье в угол, придвинул стул к камину и неспешно оглядел помещение. Эта комната была меньше, чем холл, и не так загромождена, однако содержала в себе много такого, что возбудило мое любопытство. Пол голый, без ковров. Беленые стены кое-где были разрисованы загадочными чертежами, кое-где заставлены стеллажами, ломившимися под тяжестью каких-то научных приборов, по большей части неизвестного мне назначения. По одну сторону от камина стоял книжный шкаф, заполненный пыльными фолиантами, по другую — небольшой орган, причудливо декорированный цветными изображениями средневековых святых и чертей. Через полуоткрытую дверцу шкафа в дальнем конце комнаты я видел обширную коллекцию минералов, хирургические инструменты, тигли, реторты, лабораторную посуду. На каминной полке рядом со мной стояли, среди прочего, модель Солнечной системы, небольшая гальваническая батарея и микроскоп. На каждом стуле что-нибудь долежало. В каждом углу громоздилась гора книг. Даже пол был усеян картами, гипсовыми слепками, бумагами, кальками и прочим мыслимым и немыслимым ученым хламом. Я осматривался с изумлением, которое росло по мере того, как мой взгляд перемещался от одного случайного предмета к другому. Такую удивительную комнату я видел впервые, но еще более удивительно было обнаружить ее в одиноком фермерском доме, в этих диких, заброшенных местах. Снова и снова я переводил взгляд с хозяина дома на окружающую обстановку и обратно, спрашивая себя, кто он и чем занимается. Его голова была необычайно красива, но это была скорее голова поэта, а не естествоиспытателя. Широкая на уровне висков, с выступающими надбровными дугами, увенчанная массой жестких, совершенно седых волос, эта голова своими идеальными очертаниями и отчасти своей массивностью напоминала голову Людвига ван Бетховена. Те же глубокие складки вокруг рта, те же суровые морщины на лбу, тоже выражение сосредоточенности. Пока я рассматривал этого человека, открылась дверь, и Джейкоб внес ужин. Хозяин дома захлопнул книгу, встал и с большей любезностью, чем до сих пор, пригласил меня к столу. Передо мной оказались блюда с окороком, яичницей и большой буханкой черного хлеба, а также бутылка превосходного хереса. «Мне нечего предложить вам, сэр, кроме самой простой деревенской пищи», — посетовал хозяин. «Надеюсь, ваш аппетит поможет вам примириться с убожеством наших припасов». Я уже успел наброситься на еду и, энергично запротестовав, с пылом оголодавшего охотника стал уверять, что в жизни не ел ничего вкуснее. Хозяин чопорно поклонился и принялся за собственный ужин, состоявший всего лишь из кувшина молока и миски овсянки. Мы ели молча. Когда мы закончили, Джейкоб унес поднос. Я снова придвинул свой стул к огню. Хозяин, к моему удивлению, проделал то же самое и, резко повернувшись ко мне, сказал: «Сэр, я прожил здесь в совершенном уединении 23 года. За все это время мне почти не приходилось встречаться с чужими людьми, и я ни разу не держал в руках газеты. Вы первый незнакомый человек, который переступил порог моего дома за более чем 4 года.
Не будете ли вы любезны сообщить мне кое-какие сведения о внешнем мире, с которым я так давно прервал всякую связь? «Пожалуйста, задавайте вопросы», — ответил я. «Я от души рад вам служить». Он наклонил голову в знак признательности, потом оперся подбородком на руки, устремил взгляд на огонь в камине и начал свои расспросы. Интересовался он в первую очередь наукой. Он почти ничего не знал о том, как используются в практической жизни последние научные достижения. Я не знаток науки и отвечал, насколько мне позволяли мои скудные познания, но задача оказалась не из простых, и я облегченно перевел дух, когда мой собеседник от расспросов перешел к комментариям и начал высказывать свои суждения о фактах, с которыми я попытался его ознакомить. Он говорил, а я слушал как зачарованный. Он, думаю, едва помнил о моем присутствии. Это были мысли вслух. Я никогда не слышал ничего подобного. Знакомый со всеми направлениями философии, тонкий в анализе, смелый в обобщениях, он изливал свои мысли непрерывным потоком. Не меняя согбенной позы и не спуская глаз с огня, он переходил от темы к теме, от рассуждения к рассуждению, как вдохновенный мечтатель. От прикладных наук к философии, от электричества в проводах к электричеству в человеке, от Ватта к Месмеру, от Месмера к Рейхенбаху, от Рейхенбаху к Сведенборгу, Спинозе, Кандильяку, Декарту, Беркли, Аристотелю, Платону, к магам и мистикам Востока. Эти переходы ошеломляли своим разнообразием и размахом, но в его устах звучали просто и гармонично, как музыка. Постепенно, не помню, какая цепь умозаключений этому предшествовала, он перешел в ту область, которая перешагивает границы даже самой смелой философии и простирается неведомо куда. Он заговорил о душе и ее чаяниях, о духе и его возможностях, о ясновидении, пророчествах, обо всех тех феноменах, которые именуются духами, призраками или привидениями, в чье существование во все века многие верили, в то время как скептики их отрицали. Люди, утверждал он, все менее склонны верить во что-либо выходящее за пределы доступной им очень узкой сферы понятий, и ученые поощряют эту гибельную тенденцию. Они называют баснями все, что не поддается экспериментальному исследованию. Все, что нельзя изучить в лаборатории или на анатомическом столе, они отвергают как фальшивку. С каким другим суеверием они воевали так долго и ожесточенно, как с верой в привидения? И в то же время какое другое суеверие так прочно и надолго укоренилось в умах людей? Укажите мне, какой всеми признанный факт из области физики, истории, археологии подтвержден столь многочисленными и разнообразными свидетельствами. И этот феномен, известный людям всех рас, во все исторические периоды, во всех уголках Земли, всем, от знаменитых мудрецов древности до самых примитивных дикарей, живущих в наши дни, христианам, язычникам, материалистам, современные философы называют детскими сказками. Самые обстоятельные свидетельства у них на чаше весов превращаются в пух. Сопоставление причин и следствий, прием, используемый в физике, отвергается при этом как незаслуживающий внимания. Показания надежных свидетелей, которые при судебном разбирательстве рассматриваются как решающий аргумент, здесь ничего не стоят. Человека, который думает, прежде чем произнести хоть одно слово, называют пустым болтуном. Человека, который верит, причисляют к разряду мечтателей или глупцов. Он произнес это с горячью. Несколько минут он молчал, потом поднял голову и заговорил изменившимся голосом. И я думал, исследовал, верил и не боялся высказывать свои суждения вслух. И я, вслед за другими, прослыл визионером, и надо мной потешались современники и изгнали меня с нивы науки, где я с честью подвязался все лучшие годы своей жизни. Это произошло ровно 23 года назад. Вы видите, как я живу теперь. Так я прожил все эти годы. Мир забыл меня, а я забыл мир. Вот вам моя история. Очень печальная история, пробормотал я, не найдя другого ответа. Самая обычная.
Я пострадал за правду, как пострадали до меня многие, кто был лучше и мудрее. Он встал, видимо, не желая продолжать этот разговор, и подошел к окну. Снегопад прекратился, заметил он, задернул занавеску и вернулся к камину. Прекратился. Воскликнул я и вскочил на ноги в нетерпении. Если бы только можно было. Но нет. Это безнадежно. Если бы даже удалось найти дорогу, пройти 20 миль до наступления ночи мне сейчас не под силу. Пройти до ночи 20 миль. Повторил хозяин дома. Что это вам пришло в голову? Жена, ответил я, волнуясь. Моя жена не знает, что я заблудился, и сейчас сходит с ума от тревоги. А где она? В Дуолдинге, в 20 милях отсюда. В Дуолдинге, повторил он в раздумье. Да, верно, это в 20 милях. Но вам так не терпится туда попасть, что вы не хотите подождать 6-8 часов? Очень не терпится, я отдал бы сейчас 10 гиней за проводника и лошадь. Это может обойтись вам намного дешевле, сказал он с улыбкой. В Дуолдинге ночью останавливается для смены лошадей почтовая карета с севера. Она проезжает в 5 милях отсюда. Приблизительно через час с четвертью она должна быть на перекрестке. Если бы Джейкоб проводил вас через пустошь до старой дороги, то вы, я думаю, смогли бы добраться до того места, где она соединяется с новой? Проще простого. Это замечательно. Он опять улыбнулся, позвонил в колокольчик, дал распоряжение старому слуге, вытащил из шкафа, где хранились химикалии, бутылку виски и рюмку, и сказал: «Снег глубокий, идти будет тяжело. Стаканчик шотландского виски на дорогу?» Я бы отказался от спиртного, но он стал настаивать, и я выпил. Напиток опалил мне горло, как жидкое пламя. У меня перехватило дыхание. Виски крепкий, но теперь мороз вам будет нипочем. А сейчас не теряйте времени. Доброй ночи. Я поблагодарил его за гостеприимство и хотел пожать ему руку, но он отвернулся, прежде чем я успел закончить фразу. Еще через мгновение я пересек холл. Джейкоб запер за мной дверь дома, и мы оказались на обширном, пустом, белом от снега пространстве. Ветер стих, но, несмотря на это, было очень холодно. На черном небосклоне не виднелось ни одной звезды. Ни звука вокруг, только поскрипывание снега у нас под ногами нарушало давящую тишину ночи. Джейкоб, не в восторге от данного ему поручения, ковылял впереди в угрюмом молчании, в руках фонарь, в ногах тень. Я шагал следом, взвалив на плечо ружье, беседовать мне хотелось не больше, чем ему. У меня из головы не шел человек, в доме которого я только что побывал. В моих ушах еще звучал его голос. Его красноречие все еще владело моим воображением. Удивительно, но я помню по сей день, как в моем разгоряченном мозгу всплывали целые фразы и фрагменты фраз, вереницы блестящих образов, вспоминались дословно обрывки остроумнейших рассуждений. Размышляя об услышанном и пытаясь восполнить забытые звенья в цепи умозаключений, я шел по пятам за проводником, погруженный в свои мысли и глухой ко всему окружающему. Мне казалось, что прошло минут 5, не больше, когда Джейкоб внезапно остановился и произнес: «Вот она, дорога. Держитесь по правую руку от каменной ограды и не заплутаете». «Значит, это старая дорога?» «Ага, она самая». «А далеко еще до перекрестка?» «Почти 3 миль». Я вынул кошелек, и у Джейкоба сразу развязался язык. Дорога тут ничего себе, если идти пешком, а для карет чересчур узкая и крутая. Вы увидите, впереди возле столба разломана ограда. Ее так и не починили после того, как стряслось несчастье. Какое несчастье?
Почтовая карета свалилась ночью в долину, пролетела добрых 50 футов или еще поболее. Там самая худая дорога, хуже нет во всем графстве. Какой ужас! Сколько человек погибло? Все. Когда их нашли, 4 уже не дышали, а 2 других померли на следующее утро. А когда это случилось? Ровно 9 лет назад. Ты сказал, около столба? Я это запомню. Доброй ночи. Доброй ночи, сэр, благодарствуйте. Джейкоб опустил в карман свои полкроны, слегка коснулся рукой шляпы и поплелся восвояси. Я не выпускал из виду свет его фонаря, пока он окончательно не исчез, потом повернулся и продолжил путь в одиночку. Это было сейчас совсем нетрудно. Несмотря на то, что небо было черно как сажа, очертания каменной ограды ясно виднелись на фоне слабо поблескивавшего снега. Какая тишина царила вокруг, только скрип моих шагов и больше ни звука. Какая тишина и какое одиночество. Странное, тоскливое чувство стало овладевать мной. Я ускорил шаги. Начал напевать отрывок какой-то мелодии. Вообразил себя владельцем громадных сумм и принял в уме вычислять от них сложные проценты. Короче, я делал все возможное, чтобы забыть о тех поразительных теориях, которые мне недавно пришлось услышать, и до некоторой степени в этом преуспел. Ночной воздух тем временем становился все морознее, и, хотя шел я быстро, согреться мне не удавалось. Ноги мои были холодны, как лед, руки потеряли чувствительность и машинально сжимали ружье. Я даже начал задыхаться, как будто шел не по ровной дороге на севере Англии, а взбирался на самую крутую вершину Альп. Это так огорчило меня, что я был принужден ненадолго остановиться и прислониться к каменной ограде. Взглянув случайно назад, я, к величайшему облегчению, заметил далекий огонек, похожий на приближающийся свет фонаря. Сначала я решил, что это возвращается Джейкоб, но тут же увидел второй огонек, который двигался параллельно первому с той же скоростью. Нетрудно было догадаться, что это огни экипажа, хотя странно было, что кто-то решился пуститься в путь по такой явно заброшенной и опасной дороге. Однако факт оставался фактом, огни росли и становились ярче с каждым мигом, и мне даже представилось, что я уже могу различить между ними очертания кареты. Продвигалась она очень быстро и совершенно бесшумно. Оно и понятно, глубина снега под колесами достигала почти фута. Когда карета за фонарями была уже хорошо видна, она показалась мне подозрительно высокой. Внезапно меня пронзила догадка, а что если я уже прошел перекресток, не заметив в темноте столб, и не тот ли это почтовый экипаж, который мне и нужен? Мне не пришлось долго ломать голову над этим вопросом, потому что в то же мгновение карета вынырнула из-за изгиба дороги. Кондуктор, кучер, наружный пассажир, 4 серых лошадей, от которых шел пар. Все это я увидел в облачке света, в нем, будто 2 огненных метеора, сверкали фонари. Я замахал шляпой и с криком кинулся вперед. Почтовая карета на полной скорости пронеслась мимо. Я испугался, что меня не заметили, но в следующую секунду убедился в обратном. Кучер осадил лошадей. Кондуктор, облаченный в накидку с капюшоном и укутанный шарфом по самые глаза, не ответил на мой оклик и даже не пошевелился, не говоря уже о том, чтобы спрыгнуть на землю. Он, видимо, крепко уснул под стук экипажа. Наружный пассажир тоже не повернул головы. Я сам открыл дверцу, прошмыгнул на свободное сиденье и поздравил себя с удачей. Внутри кареты, как мне почудилось, было еще холоднее, чем снаружи, если только это возможно, и почему-то неприятно пахло сыростью. Я оглядел своих спутников. Оказалось, что все 3 мужчины. Все молчали. Не похоже было, что они спят, но каждый забился в свой угол и как будто погрузился в размышления. Я попытался завязать разговор.
«Да чего же холодно сегодня», — начал я, обращаясь к пассажиру, сидевшему напротив. Он поднял голову, посмотрел на меня, но ничего не ответил. «Кажется, пришла настоящая зима», — продолжил я. Угол, в котором он сидел, был плохо освещен, и я не мог разглядеть его лицо, но видел, что он по-прежнему смотрит в мою сторону. Тем не менее, ответа я не получил. В иное время я выказал бы, возможно, некоторую досаду, но в тот момент мне было не до того, слишком уж неуютно я себя чувствовал. Мороз пробирал меня до мозга костей, а странный запах в экипаже вызывал неодолимую тошноту. Все мое тело сотрясало дрожь. Обратившись к соседу слева, я спросил, не будет ли он возражать, если я открою окно. Он не произнес ни слова и даже не пошевелился. Я повторил свой вопрос громче, но результат был тот же. Тогда я потерял терпение и потянул вниз раму. Кожаный ремень лопнул у меня в руке, и я заметил, что стекло покрыто толстым слоем плесени, которая, видимо, нарастала не один год. Тут я обратил внимание на то, в каком состоянии находится наш экипаж. Я осмотрел его более внимательно при неверном свете наружного фонаря. Оказалось, что он готов был не сегодня, а завтра развалиться. Все в нем было не только неисправно, а просто-напросто давно обветшало. Оконные рамы расщеплялись от одного прикосновения. Кожаные прокладки сгнили и покрылись плесенью. Пол буквально разрушался под ногами. Короче говоря, весь экипаж отсырел. Видимо, его извлекли из-под навеса, где он истлевал годами, чтобы разок использовать по назначению. Я повернулся к третьему пассажиру, к которому до сих пор не обращался, и отважился высказать еще одно замечание. «Эта карета в плачевном состоянии», — проговорил я. «Наверное, основной экипаж в починке, а это замена». Он слегка повернул голову и молча взглянул мне в лицо. Этот взгляд я буду помнить всю жизнь. У меня внутри все похолодело. У меня и сейчас все холодеет внутри, когда я это вспоминаю. Глаза его горели свирепым неестественным огнем. Лицо было мертвенно-бледно, губы бескровны, поблескивавшие зубы оскалены, словно в агонии. Слова замерли у меня на устах, душу охватил ужас, смертельный ужас. Глаза мои к тому времени привыкли к темноте, и кое-что я уже неплохо различал. Я обернулся к соседу напротив. Он тоже смотрел на меня, и я увидел ту же поразительную бледность, тот же холодный блеск глаз. Я провел рукой по лбу, повернулся к пассажиру, сидевшему рядом, и увидел. О Боже! Как мне описать то, что я увидел? Я увидел, что он не живой человек, что живой здесь только я один. На их ужасных лицах, на волосах, влажных от могильной росы, на платье, запачканном землей и разлезавшемся от ветхости, на их руках давно погребенных покойников, блуждало бледное фосфорическое свечение, призрак распада. Живыми были только глаза, их ужасные глаза, и эти глаза были устремлены на меня с угрозой. У меня вырвался крик ужаса, дикий, нечленораздельный крик, мольба о помощи и пощаде. Я бросился к дверце и безуспешно попытался ее открыть. И в этот краткий миг, как при вспышке молнии, живо и четко я увидел свет луны в разрыве штормовых облаков, зловещий дорожный столб, похожий на предостерегающий поднятый палец, разбитый парапет, проваливавшихся лошадей, черную бездну внизу. Карету встряхнуло, как при качке на море. Потом громкий треск, невыносимая боль и, наконец, темнота. Мне казалось, что прошли годы, когда я пробудился от глубокого сна и увидел жену, сидевшую у моей постели. Я умолчу о последовавшей за этим сцене и перескажу в нескольких словах то, что она рассказывала мне, не переставая со слезами на глазах благодарить небеса за мое спасение. Я свалился в пропасть недалеко от того места, где старая дорога соединяется с новой. Меня спасло от верной смерти только то, что я упал на глубокий сугроб у подножия скалы.
Там меня и обнаружили, когда рассвело, пастухи. Они отнесли меня в ближайшее укрытие и привели на помощь хирурга. Тот констатировал помрачение сознания, бред, перелом руки и сложный перелом костей черепа. По письмам, обнаруженным в бумажнике, установили мое имя и адрес, вызвали жену, и благодаря своей молодости и здоровой конституции я в конце концов пошел на поправку. Не знаю, нужно ли говорить, что место моего падения было в точности то самое, где 9 лет назад произошло ужасное несчастье с почтовой каретой. Я ничего не сказал жене о своем жутком приключении. Поведал только хирургу, который лечил меня, но он счел все описанное бредом, порожденным мозговой горячкой. Много раз мы спорили и, наконец, убедившись, что более не способны владеть собой во время этих дискуссий, решили прекратить их. Можете думать об этом происшествии все, что вам угодно, а я знаю определенно, что 20 лет назад был 4-м пассажиром в карете-призраке.